Якутия – край жестокой и завораживающей природы. Эта земля пугает и восхищает своей первозданной красотой. Добрались мы на Хараулахский хребет. Здесь Хараулахская река, деревня Хараулах. Переводится как темная черная вода. Вокруг горы, вокруг красота. И вот такая замечательная база, которую сделали люди в центре тундры на севере Якутии. Большой труд. Все было четко прилетели вовремя, четко следующий полет был. Тут же сели в вертолет, прилетели на базу. То есть мы добирались чуть меньше суток, но мы добрались. Вот, это площадь Ленина. Все советское. Ленин у нас стоит. Разница во времени у нас, по-моему, 6 часов. Хочется спать. Ничего не хочется делать. Ставили серьга, чтобы это. Ну, бывают эти обыденные, бывают торжественные, бывают всякие. В аэропорту встретили опытного горного охотника Спиридона Спиридоновича. И он с удовольствием говорит: поехали, посмотрим Якутск. И завезли вот в это замечательное место, символизирующее вечную мерзлоту Якутии. Ребят, дайте сделать хорошие мои. Слушай, с техники у них, конечно, да? Катата? Вова, опыта таким делаете? Бу. Это ГАЗ-34039 Ирбис. На базе ГАЗ-34 посадили «Газель». Автобус. Я от комаров я не брал. Я думал, здесь морозы. Конечно, историю с комарами вообще просто не перевариваю. Я не знаю, есть люди, которые переваривают. Мы находимся на территории МУП Приморский. Территория охотничьих угодий занимает 1 миллион 700 тысяч гектаров. Руководителем является Алексей Владимир Владимирович, он скоро будет. Мы занимаемся трофейной охотой уже с 2019 года. Как говорится, набираем опыт. Каждый год развиваемся. А где мишень? Ага, все. Я и говорю, она же за солнцем идет. А завтра солнце будет с этой стороны, она чуть-чуть туда может сместиться. Я Леша стрельнул. Не получится? Четко в центр. А у вас здесь самый север Якутии, да, получается? Да. Вот лицензия охоты. Угу. По факту будем заполнять. Вы, наверное, уже были же в Якутии, да, знаете, что такое байонет, да? Байонет, обряд будет, будем
просить у духа хозяина. Я тоже всегда так делаю. Да. У нас по плану подъем 6 часов, 6:30 завтрак и в 7. Это не поздно, нормально? Не поздно? Нормально. Сейчас световой день. Световой день хороший. Когда волка видим, мы сразу стреляем, да? Стреляем. Погода тут, как говорится, очень разная бывает. Допустим, в первой половине дня у нас солнышко может быть, а во второй половине дня дождь, а вечером снег. Вот поэтому у нас тут ничего не планируется, очень сложно. Но несмотря на это, мы все равно просим у местных духов, Баяная просим, чтобы у нас хорошая погода стояла. Принимает. Да, Принимает. Радуется. Принимает. Очень серьезная бдительность нужна, потому что, как говорится, север ошибок не прощает. Все здесь очень сурово бывает, иногда очень опасно, поэтому надо очень серьезно относиться к всему. Так что будем настраиваться. Ну, они далеко не ходят. Не ходит? Далеко не ходят, ага. Море, 20-30 километров вот так море ходят. идут, Меньше там, даже. 35 километров обратно. И Такой миграции большой не делают сезонной. Все время на одном месте. Ну вот я заметил, что козероги могут ходить, миграцией заниматься, а бараны, они вот недалеко ходят. Я всегда беру там минус 10, минус 15 комфорт. А все остальное, она такая полурабочая история. Если ты берешь 0 комфорта, это будет холодно. Доброе утро! Погода шикарная вообще, для охоты как раз. Ну, будет чуть-чуть жарко, ну, по готовности поедем скоро. Говорят, медведей здесь много. Может быть, увидим тоже. Но только полюбуемся, потому что сначала мы будем добывать барана, а потом все остальное. Лицензия на все есть. Перед охотой надо очиститься, настроиться. Тут Богородица, тимьян, лечебные травы местные. Наш родственник, шаман, делает вот такую заготовку. И мы вот перед охотой очищаемся и очищаем наших туристов-охотников. В этих местах передвижение возможно только на вездеходах. Обычная техника здесь просто не справляется с болотами и отсутствием дорог. Эти мощные машины становятся единственным способом добраться до удаленных уголков, где природа остается по-настоящему дикой и недоступной. Переправа сложная, ничего не боимся. Для достижения цели все сделаем. Даже ГТДшку готовы добить. Приехали на место дислокации. Сейчас будем переодеваться, провизию возьмем и будем подниматься. Хлеб всему голова.
Naru mori yang kau lihat dah. Naru mori yang kau lihat antar kembang mori. Эти ребята еще не знают, во что вляпались. Бада. Спутниковый телефон взяли, да? Вроде бы невысокие, но супуха, гальки, косогоры. Это же наброды барана. Тропы? Да. Это они к воде спускаются? Да, буду. Световой день длинный. В прошлом году охотник один. 5 патронов только хотел взять с собой. Я ему сказал, побольше возьми. Итого он кое-как взял 12 патронов. И 12-м добыл. Хараулахский баран обитает в суровых горных районах, где крутые склоны и скалы служат ему естественной защитой от хищников. Он прекрасно ориентируется в сложном рельефе и способен быстро передвигаться там, где другие животные не выживают. Банюс, прием. Прием. Вторая группа увидела баранов. И они сейчас смотрят их, оценивают трофейные качества. Ну, ждем, что они скажут. Возможно, баран он перед нами они видят. Они потому что на той горе находятся. Ну, подождем. Сейчас они по рации на связь выйдут и скажут. Да. 4. Да. 4 сказали. Горы становились круче. Скользкие камни и сыпучая поверхность забирали много сил на подъеме. Похоже, да? Учур сливается же. Спустя 1,5 часа команда достигла вершины хребта. Тогда еще никто не догадывался, что впереди их ждет путь длиной в 25 километров. Тяжелый, изматывающий, полный ветра и испытаний. Да, нашли барана где-то километр от нас. Ну, баран спокойный, лежит. Ну, врага большие, но сейчас надо поближе подойти, оценить нормально. Занимаемся скрадыванием. Сокращаем дистанцию. Обнаружили хорошего старого самца, настоящего харауральского, да? Хараулахского. Хараулахского. Снежного барана. Да. Я имею в виду настоящего с точки зрения трофейных качеств. База большая, а рога не самые длинные. Barbu. Tetne barbu. Kan taska. San tüspük.
Ити тугунан бо кагас тигеттү хаталдар. Что там наши наблюдатели? Ничего не говорят? Говорит, что бараны куда-то пропали. Видит только самок. Три самки на горизонте. Больше никого. Olur mu tahlar это, да? Смотри внимательнее и будь на связи. Идем дальше. Сейчас еще вот распадки будут, речки. Будем смотреть. Вторая группа с той стороны идет тоже. Пока обнаружили только самок. Сейчас вот доложили по рации. Вот смотри. Если ты встанешь сюда, ну, конечно, я могу ошибаться, но мне кажется, это баран. Смотри. На горизонте, да? Да. А, вот, нашел. Серега, трубу нала. Пацаны, берете себе егеря? Только на горизонте лежат. И два хороших, похоже. Вот этот верхний-то точно. Константин сам обнаружил. Высокий же, поэтому обнаружил. Да. Пойдем вот, спустимся вниз и вот по бараньим тропам пройдем до конца этого хребта и попробуем посмотреть, оценить трофейные качества. План был простой – сократить дистанцию до животного и остаться незамеченными. Хараулахский баран – одно из самых осторожных животных в горах. Он постоянно сканирует окружающую среду, а при малейшем подозрении на опасность мгновенно скрывается. Даже слабый шум или движение на большом расстоянии могут заставить его сменить позицию. Баран ушел. Скорее всего, заметил ваше движение. — 24 тысячи шагов. Это около 20 километров, да? Что, я что ли туда пошел? Я говорю, либо вот здесь давайте обойдем по этому каньону изначально, либо там туда. Где-то почти километр же был. Да? До него. Километр 80 метров. Но если бы мы туда ушли бы влево, к нему ближе, нам 900 метров, там 850. Хоть пробовать можно было, да? Константин предлагал свой план подхода, но проводники поступили иначе. Баран заметил охотников и ушел. Вода – источник жизни. Наш бензин, да? Человеческий. Это был печальный исход. Дух в коллективе упал, и пора было сворачивать поиски.
Пойду проверю еще одно место. Держите рацию при себе. Вон там природные минералы. Мы там ночевали, каждый день туда вот смотрели, каждый день выходили бараны. Куда? И прямо вот лизали камень. Выходили куда? Ну вот, вот на Солонцы, природный. Время 18:00 почти. Но мы пока завершаем сегодняшнюю охоту. Ну, на завтрашний день тоже будем придумывать другой план, другой маршрут. Ну, сегодня обнаружили несколько групп баранов, в том числе и самцов обнаружили. Но, к сожалению, не удалось добыть, так как некоторые были помоложе, а тот, которого мы хотели, ну, Байнай не дал. Ну, как бы сказать, человеческий фактор может быть. Ну, с другой стороны подошли, он заранее нас обнаружил и, к сожалению, ретировался. За группой уже выехал транспорт, но вдруг рация затрещала. Идите срочно ко мне. Только не шумите. Принял. Выдвигаемся. Он через ручей переходит? А он спустился к ручью. Ручью? Он оттуда идет. Вот с этой горы сюда? Он вот, вторая гора здесь. Он там стоял. Потом Вот показалось. показался. Где показался? Вот, ходит прямо. Прямо ходит. Видишь? Я вижу. Дистанция сколько? Сколько дистанция? Тихо. Нас обнаружили. Нет, идет сюда. 747. Что, ждем? Ну, 747. Уверен, да? Не знаю. Пока двигается же. Видишь, рога? Спускается. Тихо, не дергаемся. Останови. А, нет, идет. Не дергаемся. Остановился. Идет. Идет. 700. 695. 795. 600. 691. Готов? 686. Угол -8. 673. 670. Работали? О, спускайте, подожди. Он скалами. Вот, он этот, на верхушке скал стоит. А, вот. Стреляю. Я видел. Стоит. Что стрелять? Сейчас, подождите. Сейчас остановится. $663. О, есть, да. Есть, попадание есть. Есть. Держи на контроле. Есть. Падает. Есть! Падает. Ну, ждем. А нет, он встает. Он встает. Держи на контроле.
632 минус 10. Все. Все, упал. Бам! О, двойная. О, красавчик, первый же день. Ты видел ветер? Пулю снесло, видел, ага. Первый, второй. Туман Довольно был. сильно унесло же. Да, вообще. Далеко же унесло пулю? Пулю сильно, ветер, видишь какой? А Да, потом лежи, я лежи. начал выносить. Фу, настоящая трудовая охота. Шикарный баран. Я же говорил, что 4 патрона взял. 4 патрона, да? Ну, то, что в магазине было. Меня не подвела стрельба. Ну, точнее, она подвела, но не подвел ветер. Я понимал, что он где-то оттуда идет, но я не думал, что он сильный. За бараном, наверное, еще полметра пуля пришла. 680 метров. Видишь, что такое банка, да? Вообще. Он дал нам шанс, встал, и прям четко слышно было по месту. Тух, все. И по вертикали мне нравилось, что она приходила все От всей четко. души. Спасибо вам. Трудовая огромное. охота. Трудовая Настоящая. охота, да? Марко Поло. Хараулавский Марко Поло. Вау. Старичок. Чемпионский трофей. Спасибо, дорогой. Такой вот Марко Поло был добыт с дистанции 680 метров. Правда, не первым выстрелом, но четвертым. Главное, что результат есть. Ветер сумасшедший тоже был. Пулю выносило на пол корпуса. Очень сложная была сегодня охота. Очень сложная. Прошли порядка 25 километров. Ребята отработали просто бомбезно. Я уже хотел, честно, сдаться. Валера говорит: нет, сдаваться не будем. Будем искать. Ну, в общем, ребята все поддержали. Посчитали сейчас по кольцам 13-14 лет барану. Ту лицензию, которую мы покупали, пойдет на охрану, на местные общины. И это действительно меня очень радует. Что мы поддерживаем, и охота дает возможность увеличивать популяцию этих животных. Да? И самое главное — сберегать и охранять. Охота — это целая наука. Работаем исключительно якутским ножом. Как знаете, вот якутский нож имеет дол, так как у других ножей иногда не бывает. Рукоять К березы. Вот. Это конец, вот это рог снежного барана, а вот металл нержавейка. Ну, это чисто по мясу. В лагерь возвращались несколько часов. Все это расстояние команда прошла пешком. В каком ресторане мира не найдете такое блюдо, да? Снежный баран, medium rare, стейк. Добытого не менее 2 часов назад, да?
Свежий хлеб. Местная пекарня, да? Круто. Это сок или... Это сливочное масло. Деликатес. Видишь, не хотят даже от якутской тарелки отлепляться якутские яйца. Боба. Со свежим хлебом, да? Приехали, река называется Большая. Ох, сейчас хорюска половим. Покушаем 5-минуточку. Лет 10 назад я ее ел. После вчерашней результативной охоты сегодня вот Хорошие охотники награждаются рыбалкой. сегодня вот решили попробовать рыбацкую удачу. На спиннинг ловим. Здесь водится хараулахский хариус, он же речной тигр. Сейчас попробуем. Я думал, в Якутии куда ни кинь, везде рыба. Чуть-чуть помедленнее надо. Ну, имитировать. Опа! Ну что, ребят, жара пошла. Поздравляю. Ну, Хараулахский хариус. пойма. Сейчас мы будем кушать сашими из замечательной рыбы хариус. Один знакомый человек говорит, поймать-то это несложно, а вот дальше почистить и приготовить это уже другой разговор. 5-минутка из хариуса или сугудай – это быстрый северный деликатес из свежей рыбы. Филе нарезают тонкими кусочками, смешивают с солью, черным перцем, репчатым луком, растительным маслом и лимонным соком. Это что там? 10 лет не ел. На Камчатке последний раз ели. Только чего-то не хватает, да? Как говорят, успех любит подготовленных. У команды Асикат все подготовлено на 5 с плюсом. Люди, профессионалы своего дела, дружная команда, первоклассные организаторы, следопыты, а также начитанные собеседники. Я был просто удивлен, что здесь каждый второй переводчик. Вот так вот. Даже оленеводы, каждый второй тоже переводчик. Лагерь. Погружаешься в атмосферу заботы и уюта в центре тундры, окруженной горами. Кухня изумительная, вкусная и разнообразная. Но это действительно так. Мы просто побывали не просто в мишленовском ресторане, да, а в мишленовском ресторане, помноженное на самый лучший ресторан Москвы. Поэтому очень все вкусно и действительно она разнообразная. Спасибо огромное за горную охоту. Спасибо. Очень приятно. Я мог и дальше писать. Спасибо большое. Я статьи пишу, но место вы мало мне оставили. Будем учесть. Решил остановиться. Любая охота – это целый большой труд большого коллектива. В частности, на базе Асикат мы оставляем свою часть
Здесь замечательно было, поэтому, наверное, частичку себя вдвойне мы оставляем. Занимайтесь горной охотой, занимайтесь снайпингом, совершенствуйте свои навыки и ходите в горы. И, как правильно написано, счастье не за горами, оно в горах. Погнали дальше. Как только вертолет взлетел, долину окутал плотный туман. Если бы он прилетел на 10 минут позже, возвращение могло затянуться надолго. Что примечательно, как любой северный город, город, сложно назвать это городом, поселок стоит на сваях, потому что мерзлота, потому что движение идет почву. К сожалению, нету какой-то программы развития Дальнего Севера в нашей стране. Вот если бы президенту об этом сказали, то я уверен, что здесь стали бы развиваться какие-то проекты, и люди бы снова стали возвращаться. Люди уезжают. Нехватка какого-то развития, нехватка для молодежи там, секций, еще чего-то, чтобы оставались и работы, конечно. Мы продолжаем возвращение домой. Это, получается, третий день нашего возвращения. 2 ночи провели в Тиксе. Сейчас летим в Якутск. Дай бог все получится, потому что утром заволокло все. Здесь залив Лаптевых, постоянно ветра, постоянно тучи, постоянные дожди, набеги, то солнце, то непогода. Ну, сейчас, говорят, самолет из Якутска вылетел, и мы летим в сторону дома. Ура!